Эй, Арми! То, что происходит с Чингуком в последнее время, кажется очень странным. Многим фанатам, следившим за его долгим путем, трудно принять эту ситуацию. Для них душераздирающе видеть, что после всего, через что он прошел, после всего, что он так упорно трудился, после всего, что он отдал, ему все еще приходится сталкиваться с тем, чего он не заслуживает. Он не сделал ничего плохого и никому не навредил. Тем не менее, его имя продолжает втягивать в неприятности, которых он никогда не искал, неприятности, возникшие не по его воле, а из-за других, которые постоянно переступают черту. Корейские СМИ, прекрасно осведомленные о происходящем, даже опубликовали статьи, в которых говорилось о необходимости принятия мер судебного преследования против дипфейков и слухов, которые циркулируют уже некоторое время. Они также напомнили всем, что после увольнения Чингука из армии в его собственном доме было совершено несколько нарушений неприкосновенности частной жизни. Именно поэтому опасения фанатов усиливаются. Никто не должен сталкиваться с подобными нарушениями, пока он пытается вернуться к нормальной жизни. С такой огромной любовью от стольких поклонников возникла идея бойкотировать шоу с Чингуком. Многие считают, что шоу эксплуатирует его популярность ради выгоды других. Они чувствовали, что шоу было создано исключительно для привлечения самых одержимых фанатов Чимена и получения от них прибыли. Проблема заключалась в том, что Аюшур не демонстрировала истинных талантов Чингука, оно не было задумано как артист, а скорее как коммерческий инструмент. И прежде чем кто-либо успел его обвинить, фанаты уже дали понять, что Чингук не может отказаться, у него был контракт, который нужно было выполнить, и все, что он делал, было частью его работы. Вот почему фанаты отвергли версию о том, что он был на шоу по личным причинам. Они знали, что это не имело никакого отношения к его личной жизни или близким отношениям с Тэхёном. Это было просто обязательство, которое он должен был выполнить, даже если это было не в его интересах. Еще одной причиной, по которой многие фанаты отвергли шоу, было отношение тех, кто должен был защищать Чингука. Их поведение было разочаровывающим, потому что они не сделали достаточно, чтобы обеспечить реальную защиту. Чингук заслуживал более справедливого обращения, он заслуживал личного пространства, чтобы быть самим собой, он заслуживал продемонстрировать свои истинные таланты, не полагаясь на контент, который стремился только выдвинуть одного конкретного участника в центр внимания ради выгоды компании. Более того, Чингук постоянно подвергался преследованиям в интернете, он также не был в полной безопасности в своей повседневной жизни. Многие фанаты считают, что любой в такой ситуации был бы измотан, они считают, что такое давление может вызвать беспокойство у любого. И что для них больше всего расстраивает то, что компания продвигает контент, который их не защищает, контент, который может даже ухудшить ситуацию. Что касается Тэхёна и Чингука, компания почти никогда не принимает решений, которые действительно защищают их. Вместо этого они часто видят решения, которые используют взаимодействие или слухи с ними для собственной выгоды. Для фанатов, которые были свидетелями усилий и преданности Чингука с тех пор, как он был ребенком, это особенно болезненно. Им кажется, что он так много дает, но получает так мало, когда ему больше всего нужна поддержка. В фандоме также наблюдается явный двойной стандарт. Одно и то же может быть принято от одного участника, но подвергнуто резкой критике, когда это делает Тэхён или Чингук. Непринужденный жест другого участника часто приветствуется, но когда Тэхён делает то же самое, это часто вызывает критику, насмешки или негативные комментарии. Многие фанаты задаются вопросом, почему один и тот же жест может вызывать такую разную реакцию, почему простые моменты Тэхёна и Чингука подвергаются чрезмерному анализу, в то время как другие участники считают это совершенно нормальным. Фанаты считают такое неравное отношение изнуряющим, они просто хотят, чтобы ко всем участникам применялись одинаковые стандарты. Они не хотят, чтобы обычный жест использовался для нападок на Тэхёна, в то время как тот же жест приветствуется другими. В конечном счете проблема не в самом жесте, а в неравной оценке. Но несмотря на весь хаос, фанаты по-прежнему верят в одно – естественную связь, которая всегда очевидна между Тэхёном и Чингуком, связь, для которой не нужны дополнительные слова.
В свободное время, вдали от камер и толпы, они двигались естественно, они наслаждались обществом друг друга, словно два человека, которым комфортно друг с другом. Многие поклонники вспоминали особенные моменты Таекука, например, премьеру, которую они посетили вместе как пара. Он представлял, как комфортно чувствовал себя Тэхён, сидя на коленях у Чингука. Это простая сцена, демонстрирующая доверие, не требующая объяснений. Или их личные отпуска, которые были такими естественными, потому что они действительно наслаждались обществом друг друга, не пытаясь хвастаться перед всем миром. Он также упомянул, как они наряжали друг друга в родительскую одежду, небольшие, но интимные мелочи, милые вещи без необходимости сложных слов. Были и романтические ужины в особенных ресторанах, тихие места, которые, казалось, были выбраны специально для них, даже бронирование целых ресторанов для уединения. Это было не ради показухи, это был просто искренний жест, позволяющий им наслаждаться временем, проведенным с кем-то важным в их жизни. Один из самых трогательных моментов был, когда после поездки Чингука в Катар он отправился прямиком в место, которое Тэхён приготовил для них, романтическую виллу, которую они забронировали для совместного времяпрепровождения. Никто бы не узнал, если бы они не опубликовали небольшой видео-челлендж, которое раскрыло их существование, простой клип, который случайно раскрыл важный для них момент. На протяжении многих лет поклонники Таекука заметили несомненную закономерность. Чингук и Тэхён всегда находят друг друга, даже в толпе, у них особый способ общения без слов, у них есть жесты, которые появляются только тогда, когда они вместе. Такого взаимодействия не происходит с другими участниками, многие заметили это, и им трудно это игнорировать. При всем этом неудивительно, что фанаты просят уважения, просят надлежащей защиты, просят, чтобы с Чингуком обращались справедливо. Все, чего они хотят, это безопасность и мир для двух людей, которые так много отдали. Они верят, что нам не нужен никакой сценарий, чтобы поверить в то, что разделяют Тэхён и Чингук. Их маленькие моменты говорят о многом, а остальные, те, кого никогда не видели на камеру, самая драгоценная часть их отношений. Из-за всей продолжающейся несправедливости фанаты все больше осознают, что Чингуку нужно нечто большее, чем просто онлайн-поддержка. Ему нужно безопасное пространство, настоящая защита и рабочая среда, которая не эксплуатирует его. Каждый раз, когда появляется новый слух, новый дипфейк или статья, искажающая историю, многим кажется, что мир требует слишком многого от того, кто отдал все, от того, кого следует приветствовать с теплотой после окончания военной службы, а не с угрозами конфиденциальности и негативным вниманием. В этих обстоятельствах внимание фанатов естественным образом возвращается к Тэхёну, не потому, что они хотят создать драматический сюжет, а потому, что они знают, что присутствие Тэхёна всегда было убежищем для Чингука. Каждый раз, когда их видят вместе, даже если это всего лишь краткий проблеск, короткий отрывок или, казалось бы, случайный момент, их энергия меняется, в маленьких жестах чувствуется спокойствие, словно они напоминают друг другу, что внешний мир может быть хаотичным, но пространство между ними остается безопасным. Вот почему многие фанаты сомневаются в решении компании, не только потому, что считают, что Чингука используют, но и потому, что возможность предоставить ему пространство для исцеления так и не была предоставлена. Они видят, как отношения с Тэхёном дают Чингуку необходимое ему равновесие, они видят моменты, когда взгляд Чингука смягчается, когда Тэхён рядом, они видят, как Тэхён всегда находит способ утешить Чингука без слов. Все это свидетельствует о том, что между ними более глубокая связь, чем показывают камеры. За кулисами многие фанаты представляют, как разворачивается их взаимодействие, например, как Тэхён может написать Чингуку, просто чтобы убедиться, что с ним все в порядке, как Чингук, несмотря на свой плотный график, все же находит время, чтобы Тэхён связался с ним, потому что знает, что один знакомый голос может снять стресс. Эти мелочи, хотя они никогда не выносятся на публику, кажутся реальными тем, кто давно наблюдает за их отношениями. Поклонники также часто представляли, как Тэхён напоминал Чингуку поесть, возможно, присылал ему его любимую еду, или, может быть, просто появлялся тихо, выгуливая его собаку, принося сменную куртку, или даже просто молча сидел рядом, присутствие, которое не было навязчивым, но всегда успокаивающим. Было глубокое чувство доверия, чувство комфорта, которое невозможно было создать никаким сценарием, все текло естественно.
И хотя эти двое никогда не выставляли свои отношения на показ ни широкими жестами, ни откровенными признаниями, они всегда показывали что-то своими повседневными действиями. Тэхён часто слегка улыбался, услышав имя Чингука. Чингук всегда казался более расслабленным, когда Тэхён был рядом, а когда они были не вместе, между ними царила тонкая тоска, которую могли уловить даже самые проницательные фанаты.